Привет! Я та художница, на которую вы подписались некоторое время назад и забыли про то, что вы подписались на нее. Я не осуждаю вас, если вы забыли, что вы на меня подписаны, и вы забыли, кто я. Меня зовут Марго, я художница, и я должна была начать публиковать регулярно видео и процессы всякие творческие, и рассказывать про то, чем я занимаюсь, рассказывать про мои работы. Но что-то случилось, и я опять провалилась куда-то в пустоту. Я зашла на свой YouTube-канал, и я увидела, что мое последнее видео было записано 11 месяцев назад. И я такая: как это происходит каждый раз? Это уже даже не смешно. Ну хотя, или смешно. Я все-таки думаю, что смешно. У меня нету сценария к этому видео, и вообще я не собиралась его записывать. Вообще, смотрите, вообще по плану. Я собиралась следующее видео сделать про ту загадочную картину, которую я закончила еще в августе, и над которой я прокрастинировала 2 года, и я собиралась записать большое видео, рассказ про эту картину. И я все еще пишу сценарий, и я знала, что написание сценария затянется, потому что все мои творческие процессы растягиваются на безумное количество времени. Но вчера я сидела и думала обо всем этом, о том, как у меня медленно все происходит. И я поняла, что я хочу записать что-то спонтанное. Я хочу делать то, ради чего я вообще изначально создала YouTube-канал, и ради чего я вообще решила записывать видео. Это рассказывать про то, что я делаю сейчас. Еще я вчера сидела в своей группе ВКонтакте, моя творческая группа, где я выкладываю рисунки, живопись, вот это все. И эту группу я веду с перерывами с 2014 года. И я вчера зашла, чтобы посмотреть, какой стал ужасный интерфейс, как обычно. И я уже даже не злюсь, я просто такая: ха-ха-ха, все стало еще хуже, все стало еще хуже. Меня уже ничего не удивляет, и я поняла, что вот эта группа, которую я лелеяла, создавала, это группа, в которой каждый пост для меня был как такой маленький отполированный бриллиантик. Я поняла, что это больше не сакральное место. Я поняла, что в сакральности нету никакого смысла. Был бы смысл, если бы я вела свой собственный сайт, и где я была бы хозяйкой. Но пока что мне нету терпения, наверное, на воплощение этой идеи. Поэтому я думаю, что самая лучшая стратегия сейчас для меня — это рассказать вам хоть что-то, относящееся к моему настоящему. Я чувствую, что я стала жить, знаете, в такой ретроспекции. То есть все, что я показываю, оно было создано уже, не год назад, но полгода назад, несколько месяцев назад. Между мной и созданным, и вами, зрителями, всегда находится какой-то барьер, промежуток. И это неплохо, это будет происходить, но нету такого момента, когда вы видите в прямом эфире, что я создаю. То есть я не рассказываю про то, из чего состоит вообще вся творческая кухня, так сказать. Я не рассказываю про трудности, с которыми я сталкиваюсь. Я не показываю вот эти мучительные, раскачивания на стуле перед пустым вордовским документом. Я не рассказываю про то, как я долблюсь над какой-нибудь композицией очередного рисунка. И я не показываю все эти сомнения и эти моменты, когда я даже не уверена, что я закончу то, к чему я приступила. Потому что я не знаю, почему. Вот это, кстати, хороший вопрос. Почему? Мне кажется, что я достаточно сильно поменялась как человек, и что меня не смущает быть видимой. Меня не смущает, странно одеваться на публике, танцевать на публике. Для меня это что-то вообще... если вернуться, допустим, к версии меня 2 года назад, то это вообще нереально. То есть, в смысле, я могу просто пойти и быть как белая ворона, и меня это не смущает? Я не чувствую стыда, и мне не нужно быть, с какими-то близкими друзьями. Я просто могу быть странной и не смущаться этого. Так что, возвращаясь к вопросу о том, почему я не могу
быть уязвимой в демонстрации своих творческих процессов, я не понимаю, почему мне это так тяжело дается. Я не понимаю, почему мне сложно показывать эти моменты, из которых состоит творчество, самые важные моменты. То есть мне нравится рассказывать про смыслы, про то, какая история вплетена в композицию, все такое. Я люблю рассказывать про результаты. И я не люблю рассказывать про процессы. Я много раз в своей группе ВКонтакте, которая была моим основным, так сказать, творческим убежищем на протяжении многих лет, я много раз пыталась там как бы анонсировать то, как я буду рассказывать про процессы. И я каждый раз, там, не знаю, делала какой-нибудь опрос, типа, вы готовы к тому, что я буду показывать вам неотполированное творчество? Или вы хотите видеть только перфекционизм и идеальные, не знаю, идеальные рисунки? И люди каждый раз, да, мы хотим видеть, как ты это делаешь, да, мы хотим видеть все, мы хотим все это видеть. И в результате, не знаю, я пропадаю опять на полгода, я ничего не пощу. И меня это раздражает ужасно. Я не понимаю, почему я продолжаю возвращаться в режим затворника. Я хочу быть видимой. Я не понимаю, почему я продолжаю цепляться за вот эту ауру загадочности, типа, чтобы никто не знал, что у меня происходит, чем я занимаюсь. Может быть, этот образ прикольный какое-то время, но в какой-то момент это становится очень скучным. Это ставит барьер между мной и другими людьми. Знаете, даже со своими друзьями, с которыми я общаюсь на регулярной основе, даже им я особо не показываю, что я создаю. Я постоянно сохраняю какую-то ненужную интригу. Я постоянно пытаюсь сделать какой-то миф из своего творческого процесса, из того, как я делаю то, чем я увлечена. И мне кажется, это абсолютная глупость. Знаете, что мне помогло это понять? Есть канал одной художницы, по-моему, ее зовут Камила. Короче, вот здесь я напишу, какой у нее никнейм. Она художница, по-моему, американская художница, и она делает картины в гиперреалистичном стиле с самой собой. То есть она делает свои автопортреты. Они выглядят вот так. Они совершенно потрясающие, меня они очень восхищают. И она довольно часто стала попадаться в какой-то момент у меня в YouTube-шортсах. И я стала смотреть ее коротенькие видео и длинные видео. И она прикольная, она талантливая. Мне нравится, как она рассказывает про свою учебу и всякое такое. И у нее в последний месяц она писала большую картину для своего творческого экзамена. И она записывала много-много маленьких видео про процесс, то есть как она работает над картиной, как она добавляет новые детали. И я поняла, что она постила видео про эту картину много-много-много раз. От 5 до 10 раз она у меня попадалась вот с этой одной и той же картиной. И я внезапно поняла, что люди очень позитивно откликаются на то, как она им это показывает. То есть они не говорили ей, что, блин, опять ты с этой картиной, как же ты надоела, ну неужели ты не можешь показать нам что-то новое? Нет, они пишут, как здорово, это выглядит потрясающе, ты такая молодец, продолжай в том же духе, это выглядит так классно. И мне кажется, меня это опять подтолкнуло к мысли о том, что люди хотят видеть внутренний процесс, весь внутренний процесс, не только результат, не только идеал, но то, как это действительно создается, и то, через какие трудности ты проходишь, и то, как ты сомневаешься в себе. И люди хотят быть частью этого процесса, потому что когда ты делишься с людьми тем, над чем ты трудишься и над чем ты борешься, через какие трудности ты проходишь, это сближает вас. И это relatable. Я забыла слово на русском. Ты чувствуешь близость, какое-то родство с этим человеком, потому что никто из нас не идеален, и мы все сомневаемся в себе время от времени. И когда ты видишь, что какой-то очень талантливый человек проходит через такие же трудности, как и все мы, это помогает нам чувствовать себя лучше, наверное, да. Еще я поняла, что когда ты показываешь много-много раз то, над чем ты работаешь,
Это помогает людям запомнить эту работу лучше, это помогает людям лучше ее понять, и лучше понять тебя как художника. Меня преследует уже давно желание быть видимой. Я много раз представляю и представляла, как я записываю видео, как я делюсь с людьми моими мыслями, но мне каждый раз ужасно тяжело к этому приступить. Я поняла, что мне надоели какие-то постоянные внутренние правила и запреты, которые я сама себе ставлю. Допустим, запрет: я не могу никому ничего рассказывать про свои новые проекты, пока я не запишу вот это большое видео. Или я не могу записывать это большое видео, пока я не сделаю это, пока я не сделаю то. Или я не могу не показывать какую-то работу даже моим друзьям, потому что, я не знаю, это должна быть какая-то большая интрига. Мне кажется, мне надо очень срочно отказываться от этой стратегии, которая даже не стратегия, это просто какая-то непонятная, бессмысленная внутренняя установка. И мне нужно как-то выбираться из этой скорлупы и показывать то, что я делаю прямо сейчас. Я бы хотела быть как эта девчонка с Ютуба Камила, потому что она совершенно не стесняется того, чтобы выглядеть не идеально. Она снимает себя, когда она болеет, или когда она на грани нервного срыва пытается дописать картину. И как бы я бы не стала, наверное, себя записывать в нервном срыве. Это не осуждение, это просто я конкретно про себя говорю. Но мне всегда было интересно смотреть на творческую борьбу других людей. И мне интересно читать об этом, мне интересно это смотреть и узнавать, и разговаривать об этом. Почему я не могу это делать? Почему мне так сложно быть откровенной в этом плане? Я не понимаю. И меня это ужасно раздражает. И я хочу это поменять. Поэтому я записываю это видео, и у меня даже нет сценария. Я не знаю даже, выложу ли я это, или это просто набор бессвязных мыслей. Значит, подведем промежуточный итог. Я хочу показывать не идеальный процесс создания работ. Я хочу чаще делиться тем, что я делаю, даже если оно не закончено, даже если оно не отполировано. Я хочу чаще говорить какие-то свои мысли. И я хочу просто чаще делиться. Потому что я уже много-много лет, как дракон в пещере, сижу на своей горе сокровищ. Я их охраняю, и я не хочу никому их давать. Я как... в Таро есть карта, называется «Четверка пентаклей», и там такой мужичок, он сидит на... По-моему, он, не знаю, то ли сидит на монетках, то ли он сидит на сундучке. Он охраняет то, что тут у него есть. И вот эта карта, она такая, про такую закрытость, про такую сдержанность. Вот ты так... Никому не дам. И вот я нахожусь в таком состоянии уже много лет. И это абсолютно изжило себя. Все. Заметка от монтирующей Марго. Здесь и далее звук периодически будет паршивый с посторонними звуками, потому что я забыла, что записываю звук непосредственно с камеры. Имейте это в виду. Здравствуйте. Сейчас я думаю, покажу вам несколько вещей, над которыми я работаю прямо сейчас. И вы будете в курсе. Здесь у нас диптих с ручками. И у меня большие трудности с тем, как назвать этот диптих, потому что я хочу, чтобы имя было какое-то... Вы знаете, чтобы вот оно било в самую суть. Вы знаете художника Рене Магрит? У него были очень классные названия. У него была картина, там мужчина сидит перед холстом, он пишет на холсте птицу, он смотрит в бок, потому что он пишет с натуры, но и на столе у него лежит не птица, а яйцо. А картина называется, знаете как? «Проницательность». И когда я первый раз это увидела, я такая: вот она сила названия, вот она сила правильного названия. В общем, здесь у меня пока что не получается придумать эффектное название. Вот эта работа, если что, закончена. Здесь я вчера делала вот эти растения по бокам, чуть-чуть доделывала детальки. Мне очень нравится, как она выглядит. Скорее всего, я ее напечатаю как открытку. Ну и, кстати, про открытки. Вчера я копошилась на своем ноутбуке, и я отобрала несколько работ, которые я хочу напечатать как открытки. Набралось у меня даже штук 10. Вообще, у меня уже напечатаны 3 работы в виде открыток, и они даже есть в одном магазине в Москве.
рандом культуры секонд-хенд костер. Там есть 3 моих открытки. Можете спросить у меня, ага, а ты об этом где-то писала, ты об этом где-то рассказывала? Нет, я нигде об этом не рассказывала. Вы можете спросить, а почему? А я не знаю. А я ждала какого-то особенного случая, чтобы что? Я не знаю. Я не знаю. Здесь у нас открытки. Это богиня сновидений. Кстати говоря, она висит вон там. Она достаточно большая. Ангел. Утро-весна. Она находится вон там. Еще у меня есть открыточка. Вот такая девушка-роза. Девушка-роза у нас вон там. Вот у меня такие 3 открыточки. Они... Когда же я их печатала? Я даже не помню, когда я их печатала. В прошлом году. Давным-давно, короче. Они, кстати, двухсторонние. Здесь у меня данные. Меня потому что очень раздражает, когда на задней стороне открыток ничего не написано. Потому что я вообще-то покупаю не потому, что я потребитель, а потому что это делал человек, это делал художник. Я хочу знать, как вас зовут. Меня очень расстраивает, когда я покупаю открытку, а сзади ничего не написано, и автор нигде не указан. Не делайте так. В общем, такие у меня открыточки. И мне, если я честно вам скажу, мне не очень нравится бумага. Здесь не видно, но она как будто с нее легко соскрести краску. У меня, по крайней мере, складывалось такое впечатление, поэтому я хотела бы их перепечатать на какой-то другой бумаге. Вот. Это, скорее всего, тоже будет открытка. И еще у меня будет какое-то количество открыток. Но это, разумеется, все не сразу. Ой, а еще я визитки хотела напечатать, но это вообще уже другая история. Это у нас гуашь. Вот эту ручку я еще не закончила. Здесь мне нужно поправить листики. Что еще мне надо поправить? Вот эти вот пятна, там белые, сверху можете видеть. Что еще? Здесь цвет, конечно, ужасный. Или не ужасный. На цвет пока не обращайте внимания. У меня процесс цветокоррекции, он всегда отдельный и достаточно муторный. Это просто, чтобы дать вам какую-то общую идею. Пинцет еще я немножечко поработаю над ним. И еще я хочу немножечко приглушить, не приглушить, я немножечко хочу сделать менее четкими эти трещинки. Еще я нашла вот такую гуашь, которую я делала, по-моему, в прошлом году. И я ее забросила, потому что мне показалось, что она выглядит как концепт персонажа для видеоигры. Это, если что, неплохо. Я не думаю, что это плохо. Но в тот момент меня это смутило, и я как-то ее забросила. Но сейчас, мне кажется, она даже прикольная. Я помню, что у меня было в голове какое-то очень умное название. Вот прям меткое название у меня было для этой работы. Но я хоть убей, не могу вспомнить, какое это название, потому что я нигде его не записала. В общем, если у вас есть идеи, предлагайте. Тут как бы кулачок, и он постепенно разжимается. И там было что-то типа доверие или, не знаю, там, открытость. Что-то такое. Не могу вспомнить, к сожалению. Над чем я еще работаю? Я очень медленно пишу сценарий для большого видео про большую картину, которую я закончила, но которую я никому не показала. И продолжаю хранить эту ненужную интригу. Мне кажется, я должна его закончить, сценарий, и отснять видео до конца января. Это самый лучший и реалистичный срок. До конца января. Я должна с этим разделаться, я должна это выложить. Я не думаю, кому-то будет до этого дела, но это важно лично мне. Обычно на день, когда я пишу списки дел, у меня стоит пункт «Написать одно предложение в сценарий». Казалось бы, это очень низкий порог, но даже его я очень редко преодолеваю. Поэтому, это переход к следующей теме, я начала вести дневник достижений. Я вам его не буду показывать, что там внутри. Я стала писать в эту прекрасную книжицу свои достижения творческие. Не знаю, написала сценарий, поработала над рисунком полчаса. Извиняюсь, кстати, за засратое зеркало. Оно стоит вон там в углу. И если что, это не то, чем я пользуюсь каждый день. Пожалуйста, не думайте, что я свинья. Вот. В общем, дневник достижений. Там у меня табличка месяца.
И я, если сделала что-то классненькое, я беру звездочку, я ее клею на день. И еще у меня там календарь, туда я тоже клею вторую звездочку. И это должно мотивировать меня на то, чтобы быть ответственным, продуктивным художником. Вообще-то это работает. У меня уже сколько звездочек. Сегодня, если что, 24 декабря, я снимаю это видео. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ну, да, как бы не очень много, но учитывая, насколько я люблю прокрастинировать, это хорошо, поверьте. Вот. Я стала себя мотивировать вот таким образом. Ну, пока что мне это помогло, пока что меня это мотивировало над тем, чтобы поработать над вот этим диптихом. Но меня это пока не мотивирует заниматься сценарием. Так что как подтолкнуть себя к этому, я не знаю. Ну, разве что я вам рассказала, поэтому если вы захотите меня понапрягать напоминаниями о том, что я должна писать сценарий, пожалуйста, сделайте это, потому что я очень хорошо выполняю дела, когда у меня есть ответственность перед другими людьми. Поэтому, пожалуйста, создайте мне ответственность, если у вас есть такое желание. Еще один проект, над которым я работаю и который состоит, на данный момент из 4 частей, но, возможно, он расширится еще на большее количество частей, но пока что 4. В общем, это очень, как сказать, опять я не знаю слово подходящее. В английском есть термин, называется self-absorbed. Это типа очень эгоистичная, не эгоистичная идея, но когда ты очень сильно потакаешь своим каким-то желанием, то есть ты делаешь это не ради там великого искусства, потому что, тебя просто прет очень сильно. У меня есть много известных личностей, художники, музыканты, которыми я очень сильно восхищаюсь, и которые довольно сильно повлияли на меня как на художника, и которые вдохновляют меня и мотивируют меня к каким-то новым свершениям. И я захотела сделать маленькую серию, где я изображаю себя, обнимающая этих людей. Вот. Здесь у нас спойлер, если что, к моей следующей картине, поэтому я пока не буду показывать. Буду сохранять эту ненужную интригу. В общем, давайте посмотрим, кто у нас здесь. Значит, первая работа — это Флоренс Уэлч из группы Florence and the Machine, которая моя самая любимая группа, если вы еще не знаете. Да с чего бы вы это должны знать? Я вообще-то никому ничего не рассказываю про себя, так что вы ничего не знаете. В общем, эта прекрасная дама Флоренс Уэлч, вокалистка этой группы. Это моя богиня, моя царица, это тоже она. Это женщина, которую я очень люблю, и музыка которой сводит меня с ума, которая значит для меня больше, чем, не знаю, что-либо на этом свете. Это музыка, под которую я хочу, чтобы меня похоронили. Я обожаю эту музыку, я хочу жить, я хочу умирать под нее. Я чувствую эту музыку и ее стихи всеми моими, не знаю, всеми частями своей души. Настолько сильно я ее люблю, что просто прям невозможно описать словами. В общем, решила я сделать первую работу с ней. И вот эта работа, она уже закончена, и она выглядит просто великолепно. Просто чтобы вы знали. Показывать я ее, конечно же, не буду сейчас, потому что, это же интрига. Я же все-таки еще любитель плести интриги, поэтому я покажу ее потом. Вторая работа будет посвящена Фриде Кало. Если вы не знаете, вот она. И еще она у меня за банкой ПВА. Вот она. В общем, Фрида тоже достаточно важный человек для меня, важная художница. Кстати, я была на ее выставке дважды. На выставке в Питере в музее Фаберже и в Москве Манеж, по-моему. Неважно. Короче, я была на 2 выставках. Я обожаю фильм 2004, по-моему, года с Сальмой Хайек. Это один из моих любимых фильмов. Спустя даже много лет после того, как я его впервые посмотрела. Идеальный такой для меня формат. Биографический фильм про художника. Мне кажется, что лучше Фриды практически ничего нет. Короче, я очень сильно люблю этот фильм. Я люблю Фриду. Мне нравится ее творчество очень сильно. Мне нравится, как в нем сочетается жестокость и нежность. Какая-то, знаете, расчлененка
и что-то очень милое. Она сочетает как бы вот в себе такие противоположности жизни. Мне на этим очень нравится. Здесь композиция поделена на две части. Одна солнечная, а другая такая дождливая. И такая тропическая природа. Ну, по крайней мере, это то, что я набросала. Может быть, в процессе еще что-то поменяется. Забыла сказать, что в обеих работах, ну, хотя нет, во всех 4 работах планируются сюрреалистичные такие моменты. Тут у нее кровь на платье, плюс у нее там эти колонны на руках, ну и всякое такое. Здесь у нас будут перья. Ну, короче, потом расскажу про смысл. Про смыслы мы будем разговаривать в другом видео. Здесь я рассказываю, что как. Здесь я показываю самое как бы начало этой работы, она еще не закончена. Вот здесь у нас это Патти Смит. Она американская поэтесса, музыкант. Ее называют бабушкой панк-рока. Она очень крутая дама. Она меня в первую очередь впечатляет как писательница. Кстати, Патти Смит у нас вот здесь поживает. Это моя такая стена, не знаю, людей, которые меня восхищают. Композицию с Патти я пока еще не продумала достаточно хорошо, поэтому над ней я еще буду копаться. Здесь уже как бы все понятно, это готово, это примерно я придумала. А вот с Патти пока что сложно. Кстати говоря, книга у Патти, которая больше всего меня впечатлила и которую я люблю больше всего, сейчас я вам ее покажу. Она называется вот так. Короче, вот эта книга «Просто дети», она восхитительна, я очень сильно ее люблю, она значит для меня целый мир. То, как она описывает события прошлого, меня очень завораживает, и то, как она описывает жизнь художника и становление художника. Но самое главное, то, с какой любовью она описывает сам творческий процесс. То есть здесь главное даже не то, как она там восходила к славе и всякое такое, это вообще параллельно. Самое главное, это она рассказывает про то, что значит быть художником, и про коннект с другими людьми, как она находила, как она заводила там своих друзей, и что для нее значили многочисленные художники, артисты, с которыми она общалась. Меня вот это восхищает больше всего. Мне кажется, она очень классная. В общем, тут у нас 3 дамы, и здесь загадочное лицо, про которое я не рассказываю, ла-ла-ла. Ему посвящена моя картина. Да, это хорошо, это мужчина. Ему посвящена моя картина большая, про которую я никому не рассказываю. Эта дурацкая интрига сохраняется до сих пор. Что еще могу рассказать? Я посмотрела видео, потому что так я провожу свою жизнь за просмотрами видео. Видео одной девушки, которая создатель зинов. Зины — это, если что, сам издат, это самодельные журналы, такие книжечки, они могут быть на любую тему, их создает один человек или там несколько человек. В общем, это такие самодельные книжечки, которые могут быть про что угодно. И эта девушка, она рассказывала про то, как она создает зины, и она рассказывала про... Видео было посвящено каким-то советам, которые она дала бы себе, если бы она начинала делать зины с нуля сейчас. И я это послушала, и мне что-то приперло такое прям вдохновение, и мне сразу пришло несколько идей. Вообще, я про идеи вам не очень хочу рассказывать, потому что у меня есть тенденция говорить про то, что я хочу сделать, а потом не делать. Но я рассказываю про это сейчас, потому что у меня есть один зин, который я почти доделала, осталось 2 страницы, но я все никак его не доделаю, потому что... Почему? Я не знаю. Выглядит он вот так. Называется он «Из чего можно сделать глаз». Показывать странички не буду, потому что я что? Правильно, я храню интригу, которая никому не нужна. Но она нужна мне. Это задник. Написано, что сделано в 2024 году, но это ложь, потому что я еще не доделала ее. Потом покажу содержимое. В общем, мне пришли еще и парочка идей для зинов, и я нахожусь в большом предвкушении. Хотите смешной факт? У меня очень быстро садится аккумулятор в камере, и поэтому мне приходится заряжать его каждые 5 минут. И он заряжается где-то 10 минут, поэтому каждые 5 минут я сижу просто вот так. И жду, пока зарядится. Еще небольшая вещь, про которую я хотела поговорить, это про то, что меня стали очень раздражать мои статичные композиции. И вот ручки, несмотря на то, что мне очень нравится, как получаются ручки, но эти работы, они демонстрируют проблему.
То есть у меня есть фигура, ну, ручки или фигура на переднем плане, и дальше у меня фон, и он достаточно плоский. То есть за основной фигурой идет фон, тут какой-то градиент, и на этом все. То есть вы это можете наблюдать. Вот здесь, так, сейчас покажу. Значит, здесь фигуры, плоский фон. Фигура, какой-то градиент невнятный. Фигура, градиент, плоский фон. Фигуры, фон. Облачка. Облачка это хорошо, но никакого пространства. И я замечаю, что я использую вот эту композицию абсолютно везде. И мне не получается от нее никак отойти, несмотря на мои вялые попытки. И мне очень хочется как-то это поменять, потому что художник должен развиваться и выходить из зоны комфорта. Очень хотела бы, чтобы я была таким же мастером создания крутых композиций и атмосферы природной, как двух художников приведу в пример, у кого мне очень нравятся композиции. Значит, первый художник, один из моих любимых, Аарон Визенфельд. Его картины выглядят вот так. А вот это моя любимая. Этот человек настолько мастер создания воздушной перспективы. Ты чувствуешь, что ты находишься в лесу, ты чувствуешь пространство, ты чувствуешь себя так, как будто ты находишься там. И мне казалось на протяжении многих лет, что самым главным элементом на его картинах являются эти фигуры этих девочек. То есть сами девочки являются главными элементами. Но на самом деле это вообще не так. Потому что самое главное на его работах — это сам пейзаж. То, как он работает с пространством и с пейзажем. И уже из этого пейзажа рождается фигура. То есть если убрать фигуру, атмосфера останется той же. То есть фигура девочки, она рождается непосредственно из этого пейзажа. И она является продолжением этого пейзажа. И я поняла, что это та вещь, которую я упускаю в своих собственных работах. Мне кажется, что очень долгое время я удовлетворялась, просто вынося фигуры на передний план, и мне казалось, что этим самым я создам эту атмосферу. Но на самом деле она рождается не только из этого, но и из пространства тоже. И я начинаю понимать, что, возможно, мне стоит вернуться к работе с натуры. Я думаю, можно освоить этот навык создания пространства и используя фотографии, но мне кажется, с натуры это будет более эффективно. Так что такие мысли у меня еще есть в голове. Еще второй художник, про которого я не сказала, еще один американский художник, Эндрю Уайт. У него есть картина, самая известная, «Мир Кристины», вот это. У него мне тоже очень нравятся композиции, потому что они тоже вовлекают тебя вот так. Они очень подвижные. И мне нравится, как он создает ощущение ветра. Есть картина, где он пишет окно и шторы, занавески, полупрозрачные. И вот они прям летят на тебя. И еще есть одна композиция с перьями. Мне она тоже очень нравится. В общем, тоже вот на эту тему я много размышляла про композиции, и мне кажется, надо мне как-то в этом плане поэкспериментировать. Да и в принципе, если честно, мне не помешало бы вообще экспериментировать с чем угодно. Потому что я имею тенденцию застревать в каких-то вот созданных установках, и мне очень сложно из них вырваться. Вот. Что еще я могу вам рассказать интересного? Я думаю о том, что, возможно, мне хотелось бы еще рассказывать про то, какие выставки я посещаю. Потому что я много куда хожу. Опять же, никому об этом не рассказываю, потому что я отшельник, затворник, никому ничего не рассказываю. Мне хотелось бы это поменять, и мне хотелось бы рассказывать про то искусство, которое я вижу. И мне даже пришла такая идея, я хочу после того, как я побываю на какой-то выставке, рассказывать про какой-то один или два предмета искусства, которые мне больше всего понравились, и рассказывать чуть-чуть про них. Вот, потому что я очень люблю искусство. Мне кажется, это самая прекрасная вещь на свете. Ну, на свете много прекрасных вещей, но искусство — это какой-то бесконечный механизм создания чего-то нового.
Это как будто загадочное явление, из которого рождается всегда что-то новое и интересное. Короче говоря, мне хотелось бы делиться своей любовью и рассказывать обо всем этом мире, в котором я варюсь. Я, конечно, не считаю себя полноценной частью творческого мира, потому что, мне кажется, я больше существую в каком-то своем, не знаю, в какой-то своей пещере, в которой я ни с кем ничем не делюсь. Но мне хотелось бы это изменить, и я надеюсь, что это видео станет таким первым шажочком к этому. Вот. Наверное, это все, что я хотела рассказать. Спасибо, что посмотрели. Это было очень хаотичное видео. Сегодня я собираюсь поработать вот над этой работой. У меня все еще висит в моем списке дел одно предложение в сценарий. Пожелаем мне удачи, чтобы я написала это предложение. Успехов вам в ваших творческих проектах, если такие у вас есть, а если нет, вам срочно нужно начать творческий проект. Ну все. Я пошла. С вами была Марго. Вернусь не через полгода.